Так, друзья, всем снова привет на канале Мото Ставбока. Сегодня на повестке дня сборка, точнее разборка и дефектовка наших любимых ижевских мотоциклов. Почему так? Во-первых, да, этот двигатель не мой, этот двигатель ко мне обратился человек с просьбой его перебрать. Скажу так, я в последнее время, не знаю, наверное, больше года уже, целиком двигатель не брал на ремонт, потому что на это абсолютно нет времени. Свои бы дела успеть поделать. Но человек очень сильно просил, он говорит, что не разбирается в этом. Ну, ничего страшного, не всем в этом дано разбираться, может кто-то даже не хочет. Вот, и мы договорились, что вся сборка будет поделена на несколько частей, да. То есть это разборка, дефектовка, определение целесообразности ремонта, стоимости этого всего, возможности покупок запасных частей. Вот. И потом вторая часть, это уже после того, как купятся все детали, уже будет сама сборка. Вот, собственно, и все. Значит, почему я решил взять в ремонт этот двигатель? У меня на канале, так как я начал канал вести позже, чем собрал двигатель на своем проекте по Юнкеру, я решил, что эта часть видео будет вполне полезна некоторому количеству людей на моем канале. Нет такого видео на моем канале, когда берется целиком весь двигатель, мы его разбираем с вами, дефектуем и принимаем дальнейшие пути решения проблем. Поэтому дальше разговоров будет мало, может быть, буду останавливаться на конкретных каких-то случаях. Ну все, поехали. Начнем разборку, конечно же, с цилиндропоршневой группы, потому что это одна из самых трудно покупаемых частей хорошего качества, так скажем, на нашем рынке. Если тут какая-то засада, я, конечно, сообщу об этом владельцу. Вот. Потому что, продаются сейчас поршневые на водяной Юпитер, но они отвратительного качества. Поэтому, если уж кому приспичило, то ищите советские. Может, у кого-то остались не советские, российские уже, наверное. Потому что в 91-м, по-моему, или в 89-м, не знаю. Напишите, кто помнит, в каком году начал водяной Юпитер серийно выпускаться. Я вот не знаю. Но я видел 89-го года, у меня вон лежит двигатель 89-го года. Вот. Более поздних понятное дело, они тоже есть, но они менее интересны. Так, смотрим. Значит, замечание. Почему-то головки раскручены, и здесь нету 4 гаек. Причем как гаек, так и шайб. Почему акцентирую на это? Как гайки, так и шайбы здесь специальные. Купить их в строительном магазине нельзя. Шайбы каленые из специального материала. Также и голову. Так, вскрываем. Но головки немножко имеют повреждения, не критичные. Видно, что в двигателе уже лазили, так скажем. Пусть это будет так называться. Прокладка зачем-то стоит алюминиевая вместо резинки. Здесь цилиндры под резинку. Если поставить прокладку, у вас камера сгорания, во-первых, увеличится, во-вторых, ее центровать здесь, это еще то занятие, видно? Так, поршни сидят очень туго. Цилиндры без хона. Так, вот эта головка здесь Сталинград какой-то был. Видите, побитая. Когда-то. Головки разные, к слову.
А здесь вот третья группа головы. Так, вот тут вот вторая. Это тоже все решается. А, головы кривые, конечно же. Они играют. Сейчас, на камеру. Они играют одна относительно другой, значит, по-любому они кривые. Но они, к слову, могут быть... Вот эта плоскость может быть кривая, а вот основная, которая к цилиндру, она может быть ровная. Но это можно фрезернуть. Далее. Ну что, поехали дальше. Снимаем цилиндры. Ага. Так. Ну, цилиндр по виду похож на Ижмаш, по крайней мере, его алюминиевая рубашка. Зачистку, конечно, здесь немного неправильно делали. Фрезерный сбор машинкой. Если уж делают, тогда надо было шпильки вновь. Так, ладно. А вот гильза какая-то интересная. Сейчас вторую сделаю. Так, поршни 2.0. Поршни 2.0. Правый 2.0, левый. Я не понял, что тут за запилы. Тут, короче, это... Ага, ясно, короче. Я понял, примерно понятно. И здесь лыски делали на поршни такие для лучшей продувки. Ну, это все можно делать. Но они шибко сильно не помогут, если одни лыски сделать. Так, смотрим дальше. Ух ты. Так, второй цилиндр. Плоскость зачищена. Бар машины опять все. Здесь то ли поправляли окна в цилиндрах, то ли их расширили. Я возьму стандартные цилиндры и сделаю промер. Я так на память не помню. Да и нифиг их помню. Вот. Могли изменить развертку цилиндра. Нужно у владельца спросить, может так будет быстрее. Но я, конечно, все равно померю. Так, дальше. Ребята, я не буду, ладно, терять время, снимать камеру каждый раз, это очень... Я его буду тогда человеку собирать до Нового года, до следующего. В общем, будете верить мне на слово. На слово. Значит, вот этот левый поршень, он очень туго вращается на пальце. Так не должно быть. При нагреве его неизбежно приклинит. Но его закусывает, в общем. Вот я его пытаюсь повернуть, а в крайних положениях и того он закусывает. Так, дальше. Коленвалы без люфтов. Люфтов нет. Это что касается пока ЦПГ. Так, сейчас запишем, что нам тут надо. Будем сразу писать. Дальше. Не совсем понятно вот на левом цилиндре. Вот здесь. Здесь стоит верхнее кольцо родное. На поршень тут просто плохо, очень плохо. А вот правое кольцо, то ли оно покрашено было в желтый, оно, короче, стерто. Ну ладно, мы их снимем и поставим в цилиндр, там будет видно. Да, ну вот этот поршень какой-то тоже не совсем понятно. На нем то ли стерли они, не видно номера поршня, диаметра его. Ну мы померим микрометром, все нормально. Узнаем. Так, дальше. Дальше будем разбирать крышку вот эту вот снимать. Так, это для владельца вот номер. Можешь сверить его, что я разбираю именно твой двигатель, а не какой-то другой. Но ты его угадаешь там по-любому. Так, следующее замечание, да? Я попробую показать. Вот здесь подшипник, видите, он с ржавчиной там внутри. Вон, рыжая такая хрень. Вот. И он подкусывает. Я его кручу, он подкусывает. Да, и он, короче, видите, он обойма вращается. Не сам подшипник, а он вместе с обоймой.
или это обойма, или это просто дистанционная шайба. Если вращается так подшипник, но нужно восстанавливать помпу. Вот, короче, ну и ус тоже проворачивается на валу. Значит, заржаветь он мог, потому что, к примеру, ездили, и сальник тек и протекало сюда в коробку, и подшипник заржавел. Вот, этот узел требует ремонта. Вот, у меня люфт такой получается. А потом... Это замечание. Дальше диски на Викенштейн прямо сразу. Вон они, синие все. Когда они синеют, они отпускаются. Ими делать нечего. И будут они превращаться в гармошку. Потому что они... Вот этот центр, он будет сюда выходить. То есть, поняли, да? Это все на выброс. Да, диски Атлант. Но если денег много, ребят, то ставьте диски Атлант. Не потому что диски дорогие, а потому что они гробят корзинку. Вот это своими усами металлическими. Я никого не отговариваю. Диски классные, супер. Но они гробят корзинку. Сцепление на них прекрасно работает, но недолго. Так, не хватает запчастей опять. Нету крышки вот этой верхней, которая на корзине. Тут закрутили. Ну, может, она где-то в запчастях, там владелец еще что-то привозил. Так, цепь походит. Корзина в солидоле. Зачем она здесь в солидоле? Корзина без износа. Но в солидоле нельзя ставить. Если вы хранили ее и решили поставить, солидол обязательно нужно отмывать. Вот подшипники от солидола вымывать, если вы закрытые, открываете их. Закрытые ставите и открываете. Потому что вся эта форчма будет раскидываться по двигателю внутри. Это мы все, по-моему, сделаем. Дальше поехали разбирать. Так, открутили этот болт. Здесь гайка с левой резьбой, не забывайте. Ну, вы же наверняка, если смотрите это видео, не раз это делали. Дальше волнистая шайба присутствует. Гайка вроде как пойдет. Шестерня, состояние идеальное. Возможно, даже сюда новую вставить. Корзина. Сейчас будем смотреть, чья она. А вот коробка, по-моему, с проблемой. Непонятно. Так, сейчас сниму цепь. Снимем диски. Так, нижний диск. Ага. Да, все синие. Подшипник наш. Втулка. Ставим. Втулка отлично. Здесь все есть. Корзина, в общем, не знаю, пока не могу определить. И, возможно, тут она вообще что-то заклинивший храповик, приклеившийся. Ее сюда так накинули, ни разу не дрыкали. Надо отмыть ее и посмотреть, чье оно. Сказать об этом владельцу. Так, дальше коробка. Сейчас. Так, дальше. Волнистая шайба, которая уже давно не волнистая. Вот она такого вида имеет. Здесь были регулировочные шайбы. Не знаю, я не смотрел, как тут отрегулировано. Мне не до этого. Потом будем собирать, разберемся. Пусковой вал целый. Что из чего сделано, пока не рассматривал. Шпонка на месте была. Ну вот подшипник, то ли его грили, что ли так. Он почему-то синий. Внутренняя обойма. Не хотелось бы столкнуться с тем, что подшипник потом невозможно будет снять с коленвала. Это очень плохо.
Если там, например, посадка этого подшипника, его грели почти до синей состояния и посадили, не знаю, пока рано, потом все увидим. Сейчас посмотрим зазоры на коробке, на первичном валу и на вторичном. Сделаем первые выводы, как она отрегулирована. Так, сама шестеренка. Сейчас мы ее снимем отсюда. Нафиг. Шайба неправильная. Шестеренка новодел из пластилина с вырваткой с осевой. То есть у нас двигатель, получается, не соосно с задним колесом стоит. Ее вырабатывал. Так, коробка неверно. Коробка собрана неверно. Так коробка на Юпитере работать не будет. Ребята, это не Yamaha, это не Honda, это не Kawasaki. Коробка так не регулируется. Зазоры обязательно должны быть. Здесь зазоров нету. На первичном, не вторичном валу нет зазоров. Не будет у вас тут скоростей, вы их просто не включите. Так, соответственно, и вал, который копирный, он тоже тут никаких зазоров у него нет, так же как и промежуточный вал, как я понимаю. Короче, коробку по-новому регулировать. Сейчас я накину сюда, просил владельца положить ножку скоростную, заводную, он это не сделал. Ну, мы сейчас свою найдем какую-нибудь, попробуем, как скоростя переключаются. Так, дальше. Если на этом двигателе собирались ездить, то и коробку зафигачили таким образом, собрали, что она еле крутится. Все в герметике, все хорошо. В разнобой болты. Какие-то под шлицевую отвертку, какие-то под шестигранник. Ну, вот так. Значит, я сейчас попробую. Болты должны быть затянуты так, что их открутить под моим весом, во мне 92 килограмма, я должен двумя руками еще грудной клеткой упираться. Если это не так, то все это ерунда. У вас картер будет потом вот так вот делать. Так, поездите немножко. Тут, смотрите, красота. Сейчас следующий. О, отлично. Так, ну остальные под шестигранник. Сейчас найду шестигранник, попробуем. Шестигранники эти. Да, все откручено. Супер. Ну, шестигранники, кстати, еще чуть-чуть подзатянуты. Может быть... Да нет, также они откручены. Все, пока разбираю дальше, сейчас вскроем кишки ему, посмотрим, что там внутри. Так, дальше. Что хотел показать, вот здесь сальник. Видите, он завернут. То есть, когда вставляли крышку, вот эту верхнюю, или вал пихали, когда уже крышка стояла, сальник завернули. Вон там вот. Тут вот пружину видно, тут он вот. Губу ему оторвали. Так, дальше момент. По поводу маховика. Маховик должен затягиваться с большим моментом. То есть я беру обычно полметра или метровую трубу, чтобы сильно себе спину не рвать. Картер зажимаю в тиски, в неподвижные, и затягиваю маховик требуемым моментом. Так, маховик я открутил. Больших каких-то неприятностей здесь нет. Вот таким вот ключом стандартным я его отвернул практически, ну, без усилий. Вот трещотка чуть покороче, мне не хотелось ее ломать, но он не был затянут, опять же. Да, маховик опять весь в солидоле поставлен, но так собирали. Так, дальше раскрутили картер. Здесь есть направляющие втулки. Вот в передней части одна и в задней части. Вот здесь. Их нужно выпрессовать в одну из половин. Потом открывать двигатель, уже вскрывать. Здесь есть специальная проточка. Вот в передней части вот здесь. Вот видите, отвертка помещается. То есть, чтобы не портить прилегающие плоскости картера.
Так, друзья, ну что, вот я располовинил, выбил втулки эти все, да? Вот она еще не порвана. Герметик. Так, значит, как я это делаю? Желательно оставлять, чтобы правая половина картера, сейчас, чтобы правая половина картера оставалась у нас на столе, а левую мы снимали. Так удобнее всего. Сейчас я микрофон уберу. Так. Маховик, я так понимаю, новый. Ну, по крайней мере, он в этой смазке консервационной. Надо отмыть, потом смотреть шпонпас в каком состоянии. В сторону. Пока что. Потому что это, блин, такая бяка. Ага. Так, по коробке здесь вал червячный не имеет регулировочной шайбы. Герметик хороший, кстати, к слову. Так, здесь нет регулировочной шайбы. Подшипники сидят хорошо в картере, в левой половине. Так, шпонки на месте. Шпонки на месте. Не выпадают из клинвалов. Дальше снимаем первую пидорачу. Есть некоторые зализанности. Так, дальше. Вот эта шестерня в хорошем состоянии. Есть следы переработки. Дальше первичный вал шестерня первой передачи в хорошем состоянии. Так. Вилочки имеют небольшие следы износа, не критичные. Не критичные. Дальше шестерня третьей передачи родная, юнкеровская. Вот это. Так, шайба дистанционная. Ну ладно. Условно рабочая. Сейчас штангель возьму, померим ее сразу. Так, раз, 1,5 миллиметра. Да, 1,5 миллиметровая шайба. Дальше вал. А ты что так туго тут сидишь в подшипнике, а? Ну-ка иди сюда. Не хочет. Так, регулировочная шайба под червячным валом. Широкая. 1,3. 1,4 миллиметра. 1,4. И. Сейчас еще раз. Да, 1,3, все правильно. Ну, там 1,35 бывает, 1,4, но в основном 1,35, по-моему, 1,32 там по-разному. К слову, вниз часто вот сюда вот ставится под червячный вал толстая шайба. Вот, ну, сверху еще дистанционный. Либо бывает наоборот вообще зажимает. Но это я во время сборки, друзья, я покажу все точно, как бы, чтобы вы увидели, потому что сейчас мне быстро нужно сказать человеку, чего ему ждать. Да, крышки картера на месте все, 308 правая, и здесь 308 левая, то есть все, картер родной. Картер в хорошем состоянии, здесь вопросов к нему нет. Вот, коробка в первом приближении неплохая.